Много россиян находится в жопе. Работы больше, денег меньше. И ты как белка в колесе. Там уже и до гробика недалеко. Хватит сидеть в говне. Люди заняты просмотром вот этой херни. Не надо никаких курсов. Я здесь, учись у меня. Но смотрите! В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Очень частый запрос от наших зрителей: работаю все больше, а денег особенно не прибавляется. Почему так происходит? Да, это знаменитый феномен. Работы больше, денег меньше. Да? Я вообще не встречал так, что было работы больше, а денег тоже больше. В основном, как белка в колесе по замкнутому кругу. Вот поэтому я могу рассказать очень четкую последовательность, как быть. Первое. Увеличить время, которое ты работаешь. Ну, правильно, то есть называется экстенсивный путь. Но ты уже раньше работал 8 часов, теперь 10, теперь 12 часов, но теперь посмотри, тебе раньше за 8 часов платили X рублей. Ты стал работать в 1,5 раза больше по времени, ну, например, не 8 часов, а 12 часов. Твои X рублей превратились в 1,5X. Максимум, что ты таким образом, добавляя время работы, можешь увеличить, это вот 1,5, ну 2 раза хорошо. Но при этом у тебя вообще не останется времени ни на что, ни на хобби, ни на семью, ни на что-то, все, ты будешь только вот работу работать и так далее. Посмотри, это в принципе путь, который приведет к износу и к тупику. Там уже и до гробика недалеко. Однако я тебе рекомендую попробовать это, убедиться в этом, чтобы твое знание было твоим знанием, а не вот этим теоретическим, полученным там от кого-то. Это первое. Второе. Увеличить эффективность. Работаем столько же по времени, но эффективность, значит, работы больше. Ну, в чем может выразиться эффективность? Например, у тебя зарплата в 2 раза больше за то же время. Или в 3 раза больше. А если в 10, да? Вот. Раз. Второе. Делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, делать по-другому. Но это более сложный путь, он уже вынуждает тебя отправиться к тем людям, которые сейчас эту работу, которую ты работаешь, так как ты работаешь, делают по-другому. Отправляйся туда, посмотри, как они в единицу времени производят в 5 раз больше. Тогда ты приходишь к своему работодателю и говоришь: слушай, бро, так и так, я сейчас вот за единицу времени делаю в 5 раз больше, давай зарплату мне в 2 раза больше. Любой работодатель, когда увидит, что ты в 5 раз больше приносишь за единицу времени, но просишь прибавку в 2 раза, он скажет: хорошая сделка, и отчехлит тебе. Да. Третий путь. Ты можешь попробовать увеличить свою результативность. Ну, слушай, если твой результат заработать деньги, то я так тебе скажу: слушай, ты всегда будешь неудовлетворен своим результатом, потому что сколько бы ты деньги не увеличил, подождите, ты очень быстро привыкаешь к этому уровню там доходов, у тебя тут же растет уровень расходов, и ты опять не удовлетворен, тебе опять надо больше. И ты как белка в колесе опять. Поэтому тот, кто ходил по первому и второму варианту, может попробовать пойти по третьему варианту. Ты можешь определить результаты не как увеличение твоего дохода или зарплаты, а ты можешь определить результаты как увеличение полезности для других людей. Ну, например, те люди, которые работали какую-то там работу или делали профессиональную деятельность в какой-то там юридической фирме, пошли, открыли свою юридическую фирму, да, и стали создавать пользу для многих клиентов юридического уже бюро, и эти многие клиенты платили копеечку, и в результате у человека выросли резко доходы. Твоя результативность, выраженная в полезности для других людей, тут же ознаменуется тем, что у тебя становится сильно больше денег, кратно. Многие, кто столкнулся с третьим вариантом, замечают: денег стало больше, но раньше мы отвечали, наша ответственность была какая? Прийти вовремя на работу, сделать работу согласно порядка и уйти вовремя и заняться своими делами. А теперь, когда мы приступили к результативной работе, то есть стали сами, там, может быть, основателем небольшой компании по услугам, по какому-то сервису, мы теперь как будто бы мы постоянно на работе. Потому что ты как будто бы попал в другое колесо. То есть там было колесо, значит, это, а тут колесо побольше. И ты такой сильный, накачанный, но колесо тоже больше. И ты такой со всеми своими этими маслами, значит, маслаешь и говоришь: так это же тоже колесо. И я тебе так скажу: да, это тоже колесо.
Поэтому есть четвертый вариант для тех, кто попробовал первый, второй и даже третий под названием действенность. Есть так называемые действенные действия. Ну, давайте так. Действенные действия приносят нам результаты, эффективность и все, что бы мы ни пожелали, без чрезмерных усилий. И многие сейчас собрались уже записывать и так далее, потому что это волшебное состояние, и я знаю, да, подтверждаю, но я о нем расскажу чуть позже. Первый пункт понятен, когда увеличиваешь время. Меня больше интересует сейчас второй пункт, и я думаю, он интересует многих наших зрителей. Когда тебе нужно увеличить эффективность на работе, ты, например, идешь на какие-то курсы, но вам тут же скажут: я как белка в колесе, у меня 15 тысяч рублей, у меня нет денег на эти курсы, и у меня нет времени на эти курсы. Если я это колесо остановлю, моя семья окажется в жопе. Что в этой ситуации делать? В такой ситуации очень много россиян находятся. Да, абсолютно согласен. В такой ситуации находится много россиян, потому что много россиян находится в жопе. Это правда. Но есть жизненный парадокс, который каждый либо встречал, либо оказывался. На любую работу будет задействовано все время, отведенное для этой работы. Мы когда готовимся к экзамену, когда мы готовимся к нему? Ну, в последнюю ночь, там, не знаю, в последнюю неделю. То есть мы откладываем до конца и потом делаем мощное ускорение, так сказать. Я таким образом доказал следующее, что в последний день нагрузка — это перегрузка, да, очень большая. Ну окей, но тем не менее мы ее выдерживаем, да. А все до этого дни, они не очень-то сильно и загружены. Поэтому на самом деле время, которое мы могли бы использовать по-другому, как раз-таки на рост наших доходов через повышение или квалификации, да, через повышение, ну, как бы, знания других методов выполнить ту же самую работу там с большей эффективностью. Время это есть, да. Просто очень легко находиться в состоянии, да, быть несчастным и знать, кто в этом виноват. Это и есть ловушка. Это уже не колесо физическое, в которое ты попал, из которого ты можешь выбраться. А вот когда мы обосновали это себе, это колесо, из которого нет выхода. Мы про время разобрались, про деньги непонятно. Ну, нет этих денег на курс. Кредит брать вы запрещаете, мы знаем. Я это. запрещаю. Что делать? Где брать деньги? Значит, смотри, вот этих моих видео вот на моем YouTube-канале, их вполне достаточно, как тех же самых курсов, что делать, как по какой последовательности, для того, чтобы повысить уровень доходов, ну, например, с 15 тысяч до 150, в 10 раз, x10. Не надо никаких курсов покупать. Зачем? Вот, я сплошной курс, который находится на расстоянии вытянутой вот руки, ноги там или что. Вот я здесь. Я здесь. Слушай видео, делай мои рекомендации. Только делай! А не вот. 8, 9, 10%, не больше, приходят на видео Рыбакова и смотрят, и выносят из себя. А другие 90% не ходят. Что они смотрят? Хер всякую, на ТикТоке, там, на Ютубе, там эти все, я не знаю, что. Я когда смотрю, что там на Ютубе люди смотрят, там такие просмотры. Ну, в принципе, я понимаю, что люди заняты, понимаете? Люди заняты просмотром вот этой херни. Самый частый вопрос в моих комментариях, которые я читаю, там постоянно вопросы: Игорь Владимирович, с чего начать? Я говорю: да, у меня весь канал про что начать, с чего начать? Почему эти вопросы все идут? С чего начать? Посмотри мой YouTube канал. Этого достаточно, чтобы в 150 тысяч у тебя был доход. Все. Не надо никаких курсов. Ты зарабатываешь, если там 15 тысяч. Блин, 15, если ты зарабатываешь, я тебе даю задачу зарабатывать 30 тысяч через месяц. Все, давай. Ты зарабатываешь 30 тысяч, и это тоже, черт побери, очень мало, да? Смотри, ну зайди ты в соседний кабинет к человеку, который 70 тысяч зарабатывает. 60, 70, больше. Ну сядь с ним, поговори, чего? Ну, знания, они везде, они среди нас, вот. Известная фраза есть: работать нужно не по 12 часов, а головой. Если честно, вы на старте бизнеса, наверное, не по 8, не по 6 часов работали, ведь правда? Я начинал точно с такой же раскладки. Много работать, браться за любую работу.
цепляться когтями, рваться и, ну, вот, называется, зацепиться. Да? И в этом состоянии та самая действенность в этом состоянии выражается в том, что ты, ну, действительно, ты очень много работаешь, очень много делаешь попыток зацепиться за все, что возможно, да. Но это состояние важно, чтобы не продлилось дольше, чем 5 лет. Увеличивай время на первом этапе, не более 5 лет, желательно год. Ну, 5 лет — это предел, опасный предел. Да? Дальше увеличивай эффективность. Этот этап сильно более длительный, там 10-15 лет. Он может идти, ну, в принципе, минимальный этап, который я видел, 5 лет. Дальше увеличивай результативность. Этот этап 10-20 лет, и он для большинства людей, его достаточно для очень достойной жизни, реально очень достойной, да? Это может быть связано и со своей компанией, и с очень большим мастерством. Это такие шаги, и каждый человек, подчеркиваю, каждый человек, ну, кроме тех, кому наследство пришло, и они стали охранниками вот этого пришедшего наследства, вот, каждый человек проходит через эти этапы. И я тоже проходил. И я не завис ни в одном из этих этапов. Да? Почему? Потому что у меня был учитель. Я здесь, учись у меня. И отправь эту ссылку своим друзьям, знакомым, и все. В конце концов, отправь им, скажи: я знаю, как делать. Вот. Я надеюсь, здесь, на этом видео, нету людей, которые не разрешат себе воспользоваться мирозданием, да? Да, что здесь люди, которые захотят для себя достойную жизнь, а потому мои наставления, как учителя, воспримут как повод начать уже действовать. Хватит сидеть в говне. Вот сколько нужно в часов в день, на ваш взгляд, работать, чтобы и не износиться, и при этом все-таки получать результат? Потому что, наверное, за 2 часа, каким бы ты ни был эффективным, ну, странно получить какой-то весомый результат. Ну, давай вот. О. Вот это полная чаша. Но пока она не полная. Ну, пока на ней есть что-то. Ну, что-то — это мы, как мы есть, мы что-то можем, что-то умеем. И у нас, видишь, у нас не очень все хорошо получается, мы не очень удовлетворены, у нас есть вещи, которые, ну, мы бы хотели по-другому. Вот сколько работать, это, ну, давай пусть это будут яблоки, да? Я сейчас скажу, сколько работать. Ну, 2 часа работать — это, ну, это мало, это маргиналы какие-то могут себе позволить рассказывать об этом, но я не видел ни одного успешного человека, который работает 2 часа, ну, правда. Надо работать, ну, давай так, часов 6 минимум, 8-10 тоже норм. Важно, чтобы это не изнашивало тебя, чтобы твоя деятельность, ну, работа, вот твоя деятельность, она тебя не гасила, ну, если ты будешь ненавидеть свою деятельность, да, она тебя будет гасить. Ну, где-то 6-8 часов, но это всего лишь 2 яблока. Посмотри, чаша стала полной? Нет. Обязательно жизнь надо наполнить сексом, какие-то творчества, проявления какие-то, да? И разные другие штуки, которые мы давай, они не будут определены, потому что человек спонтанен. Не надо закрывать себя и планировать, спонтанные вещи. Вот такая груша, такая. Вот получилась полная чаша. У меня все переплетено. Я вообще не могу отделить, например, отдых от работы, секс от работы. У меня моя деятельность — это офигенный секс, да? А когда я очень увлечен, я очень отдыхаю, я просто не устаю, понимаешь? У меня все соединено. Поэтому вырванный из контекста вопрос, сколько надо работать, он на самом деле глупо звучит. Я так скажу, когда жизнь твоя полная чаша, тебе пофиг, сколько ты работаешь, потому что ты кайфуешь. Вот и все. Я предлагаю тогда все-таки перейти к 4-му пункту. Я думаю, что все уже заждались. Кто на этот уровень попадает действенного действия и как туда, собственно, попасть? Хорошо. Итак, тебе нужен 4-й пункт – действенность. Действенность – это состояние, в котором на те же самые вызовы находится другое решение. Когда ты достигаешь своего замысла и благоустраиваешь свою жизнь без чрезмерных усилий,
и перед тобой начинает открываться удивительное. Например, раньше, если ты владелец небольшой компании, у тебя был термин «надо масштабироваться». Ты набирал каких-то людей, ты уполномачивал их открывать какие-то филиалы, они уезжали открывать филиал и проворовывались нахрен, и ты говорил, меня опять кинули и так далее. Ты занимался масштабированием, потому что ты посетил какой-то тренинг по масштабированию от какого-то лучшего соблаковода по масштабированию. Да, окей. В этот момент учитель открывает для тебя состояние, которое говорит, слушай, наилучший способ экспансии — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Не когда ты отправляешь кого-то куда, вторгаешься, у тебя куча врагов и куча наебщиков, которые, да, а ты такой весь, да, да нет, другое. Тебе раздается звонок в твою компанию. Можно мы станем вашим филиалом в таком-то городе? Вы получаете 51% нашей фирмы, просто разрешите нам быть вашим представителем за 49%. Ты говоришь, нам надо подумать. Ладно, говоришь, мы даем вам 30%, а себе забираем 70%. Даем вам право быть нашим представителем в этом городе. Но смотрите! Качество будем проверять так серьезно, что все, 30%, окей, а может быть вот 35%? 32. Все. Ты обретаешь филиал партнерский в городе, где у тебя офигенный партнер, понимаешь, потому что он сам тебе нашел, потому что экспансия — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Все. Я просто рассказываю, есть такой способ. Это и есть действенность. И это всего лишь один из 100 приемов действенности, который становится доступен на уровне 4. Действенность. Это просто настолько безопасное состояние и качественное, ну просто которое вообще даже сравнить нельзя. Кто там был, тот никогда не вернется ни в первый, ни второй, ни третий. Кто хочет это обрести, тот я. А ты, который меня сейчас смотришь, тоже можешь это обрести, просто став моим учеником. Точка. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.